you up. Stole my old man's gun, so just wish me luck. Guess I am my father's son, 'cause he did the same when he was my age. Sirens and blue flashing lights. In the 30s and I'm pushing 95. Just trying to get to you in time. Well, you're supposed to be right here with me. Life goes by fast, will it slow down? We got older, where did it go now? Back in time when all we had was you and me. These memories, do you remember when we were young? When we were young. When we were young. When we were young. When we were young. As I pull up at your door, your eyes light up like we've not met before. And just some things are still the same, but every day is brand new, being with you. Life goes by fast, will it slow down? We got older, where did it go now? You are all I need to keep reminding me of. Back in time when all we had was you and me. These memories, do you remember when we were young? Судьба бросила мне вызов в виде пятизвездочного отеля на лакшери волне. Никакого драйва. Что ж, будем выживать. Инклюзив, блядь, космический аэрохоккей не включен ни хера. 1 евро стоит поиграть до какого-то счета. Огромные самки из Англии играют. Мы простые парни из России. Просто бухаем, потому что все включено. Дерьмовый коктейль, кстати. Безумно, что веселье. Концертная программа. Дожили, блядь. Самолетик летит. Вот это вот типа отель наш. Тут есть классные номера с личным бассейном. Там вдалеке, как видно, катеры или хрен знает как зовут. Короче, на досках катаются с парусами. Довольно-таки симпатично. Родос. Родос. Ну, как бы не Кипр, но похоже.
Как бы так-то, если присмотреться, нахожусь я в какой-то деревне. Ой, на севере или на северо-западе Родоса, Фанес или что-то такое. Родос. Как бы для дороги, по которой кататься можно, местные подходят. В принципе, можно много проехать. И, блядь, за это Родос тоже получает плюсик большой. Этот кактус можно жрать, если он желтый, но только надо аккуратно, потому что от него остаются следы. Вот. Какой тут он должен сначала. Вот этот может быть. Вот он желтый внутри, значит можно есть. Но, блин, заусенцы, поэтому лучше это делать в каких-нибудь перчатках. Или я не знаю, чем даже. Ай, больно как. Ай-яй-яй, больно как. Ну и, кстати, вкуснее. Да, тот, походу, переспевший, а этот прям вот то, что надо. Очень вкусно. Не знаю, похоже, может быть, на хурму. Ну не на хурму, а на какой-то, я не знаю, что-то типа среднее между хурмой и не хурмой. Слышите, как цикады цикадят, цикадухи, цикадистые, шишечки.
Пока иностранцы дают ёба под цыганские мотивы, мы идем бухать. Я взял себе 2 хуёвых Сан-Франциско с собой, чтобы пойти на море. Они очень плохие, но как бы в них есть водка. Водка поможет мне накидаться. Вообще, на самом деле, все началось с того, что, блядь, я решил как бы... Ладно, следующий. Вот я, например, нихуя не понимаю, что здесь написано. Это типа начало какого-то ёбаного района. Вот. Собственно, с чего началась группа Бухинг? Блин, ну, наверное, во-первых, с того, что я охуел, насколько дешевые можно искать и находить туры или просто билеты на самолеты. Есть какие-то лазейки, есть дохера людей, которые просто занимаются чип-трипом, именно хакуют, блядь, взламывают, сука, и читерят, и ездят за копейки и получают неимоверное удовольствие. Потому что я в свое время тратил дохуя денег, тупо купив билет на РЖД, который превращался в УКРЖД, и это была моя поездка куда-нибудь там в Крым. В Крыму я тоже нереально дохуя тратил, и мне казалось, что это вообще неоправданно. Вот. Но как бы это первая причина, да? Мне захотелось поделиться. Вторая причина, это потому что, когда я бухаю, мне хочется с кем-то поговорить, как правило, не с кем. Я поэтому типа говорю на камеру, как будто, ну, так и надо. Да и потом, когда ты держишь в руках камеру или фотоаппарат, или что-нибудь хотя бы внешне напоминающее на устройство передачи данных или приема данных, пускай это будет телефон или даже какой-нибудь просто шнур от плеера, хотя плеера нихуя нет вообще. Всем, ну, кто-нибудь даже может подумать, что ты пишешь по Bluetooth. Вот. Но нихуя, я просто пью с собой, я, блин, как бы вот такой. Но на самом деле я не могу много пить, поэтому, к сожалению или к счастью, не знаю, не могу назвать себя алкоголиком. То есть, вот, например, 2 дня попью, и то там пиво там, или какие-то хуёвые напитки в отеле, а это на самом деле не настолько алкогольные. Да. Как, например, наша водка. Они делают коктейли из их водки, и, блядь, из их водки, и это пиздец. Это вообще ни о чем. В то же время, попив нашу водку с парнями, где-нибудь на застолье, бля, мне так хуёво потом, а после этого мне насрать на все. Ну, в плане, это какой-то быдло, блядь, напиток, а наша прям эстетическая, то, что мне организм съедает. А так все зависит. Радос. Сегодня 3-й день моего пребывания в этом месте. Могу сказать, что тут охуеть как грязно. Даже в Крыму на набережной, когда я шел от Рыбачьего до Алушты пешком, такого дерьма не наблюдалось. Всякие бутылки из-под хуй знает чистящих средств, пенопласт, какие-то куски труб. Очень много всякого говна, которое, в общем-то, наверное, не должно было бы быть здесь, если бы люди как-то умели, очищали свою территорию. А это так называемая оливковая роща. Если прислушаться, то слышно, как поют цикады вроде как. Оливки еще не созрели, но само место очень радует. Судя по всему, здесь пшеницу какую-то выращивали. Ну уж собрали урожай.
солома осталась. И можно подойти к деревьям, которые существуют в качестве естественного забора для виноградников или помидорных каких-нибудь плантаций. Вот, и это деревья, как правило, либо финики, либо инжир, либо еще что-нибудь. В общем, Родос весь цветет и пахнет. Куда ни ткни, везде очень здорово. И если бы у меня не было бы системы питания, все включено, то я бы с голоду здесь вообще не умер, даже если бы у меня было очень мало денег. Всегда можно поесть овощи и фрукты рядом. Ничего, в принципе, особо не охраняется. Огромные грозди винограда, сочные, плотные, не такие, как обычный виноград, который мы покупаем. В магазинах, видимо, он существует для вина. Очень доставляет это дело. Так что для бич-трипа это подходящее место. Что может быть лучше, чем после тяжелой дороги на солнцепёке освежиться. А это виноград, который растет в лозьях. Он очень даже вкусный. Очень вкусный. Короче, Родос вообще ни разу не Кипр. Мне тут доставляет все. Интересно еще посмотреть на то, как это устроено. То есть устроено что? Устроена поливка. Поливка винограда, она, наверное, автоматизированная, но не до конца, тем не менее. И есть шланг, большой шланг, он идет, судя по всему, к резервуару с водой или к колодцу какому-то. И есть маленькие шланги, которые отходят на каждом ряду. Судя по всему, там у нас есть что-то типа дырочки в каждой трубе. Где-то, да, очень чертовски много винограда. Да, вот она идет. Идет так и идет дальше. Провод это. Вы скажете, зачем так сильно выебываться? Но на самом деле у нас не просто тупая группа про всякое дерьмо. Это гениальная мысль, инженерная гениальная мысль. Суть заключается в том, что этот коврик слишком тонкий для того, чтобы держать на поверхности голову. Мы используем подушку из самолета, чтобы голова держалась на поверхности, но при этом, заметьте, наше тело находится частично в воде, из-за этого загар становится более актуальным. Это, конечно, не так круто, как передвижной санаторий на подъемниках в сочинском горнолыжном курорте, но тем не менее тоже неплохо. И вы одновременно освежаетесь и одновременно плаваете и не тратите свою энергию на то, чтобы махать руками и ногами.
Какой тут рай для кайтсерферов, или как их называют. Интересная штука, на самом деле. Санторини. Небольшие кафешки, небольшие улочки, небольшие домики. И, в общем, тут типа церковь. Вот. Все дело в церкви. Поэтому здесь. Как обычно, блядь, никаких мопедов, никаких машин. Похуй, что у нас 5 звезд. Все включено. Мы находимся в отличном месте, райском уголке, можно сказать. И там есть кайтсерфинг и прочие ништяки. Атрибуты жизни состоятельных людей. Но я иду с доской в центр Родоса, с его окраины, чтобы потом оттуда поехать либо обратно к себе, либо в Фалераки. Причем там, походу, Турция, и там же Эгейское море, а там уже Средиземноморье. Ну или как-то так. Будем спускаться, что?
Вот уж действительно интересное место, это Родосская крепость. Тут хотя бы развалины сохранились до наших времен. И есть какие-то еще ряды, торговые, лавочки. И более того, карта этого всего дела. А посреди всего этого замка, бесконечного количества автомобилей, находится не что иное, как пляж. Городской пляж, где люди просто купаются. Ну охуенно же, а? Вот так выглядят пляжи Родоса, если бы не в центральной части Родоса. Потому что центральная часть Родоса это там город, шопинг, там полная хуйня, там есть пару маленьких пляжей. А здесь получается, если ехать с аэропорта, та часть Родоса, которая начинается именно с побережья. Вот она, очень длинная. Короче, море хорошее здесь, а что было там, я уже показывал ранее, да? Ну, если, конечно, я так смонтирую, что ранее показывал. По-моему, неплохо. Насколько я могу посудить, искупавшись, море здесь голубее гораздо. Правда, заход здесь галечный, больно очень ногам. Но еще могу сказать, что как бы гоняют здесь на виндсерфинге далеко не профессионалы, если сравнивать то, что с нашим там отелем происходит. Есть такая хуйня на этом острове Родосе, что как бы, несмотря на то, что, блядь, все заебись с общественным транспортом, вы не можете просто так стоять на автобусной остановке и ждать свой автобус. То есть это, конечно, не конечная, начальная автобусная остановка. То есть как только видите свой маршрут, вы должны зиговать, как если бы ловили бы попутку. Вот, иначе он просто проедет мимо, как будто и нихуя и не нужно здесь останавливаться. А это, наверное, не очень круто. Видно красоты места. Там замок, здесь ворота. Это церковь. Это, наверное, порт. Там пляж. Там конец. А это, судя по всему, невероятной красоты Акрополь. Старинная
Буевина, являющаяся артефактом древнейшей цивилизации, что жила здесь. Блять, они бы хотя бы узоры бы какие-нибудь сделали на этой поеботине. Совсем, сука, скучно. Еле, главное, держится, да? Еле вот, блядь, не разваливается. Что-то мне подсказывает, что здесь раньше были заезды колесниц. Но это, понятное дело, амфитеатр, и там сверху тот артефакт. А сегодня это день после вчера. Я иду в том же самом месте. Почему, блядь, возможно, когда-нибудь я расскажу, что за хуйня происходит. Почему я вообще в Родосе, блядь, а не в своем шикарном 5-звездочном отеле. Вот, но это будет не сегодня и, может быть, никогда. Суть не в этом. Суть в том, что я наконец-то добрался до легендарного пива Мифос. На самом деле, то, что оно легендарное, я сам придумал. Но надеюсь, что я не лох, который купил какую-то хуйню, потому что оно стоит, блядь, ну, где-то на 60 центов дороже, чем другое хуевое пиво. Тоже местное. Это получается такая, не то чтобы центральная часть, а верхняя часть в городе Родос, на острове Родос. Сейчас может будет что-то поинтереснее. Я просто возвращаюсь к морю, чтобы погнать на свой охуенный зеленый фанес, который, блядь, прям как деревня. Сука, я люблю свою деревню. Только здесь вместо кукурузы и, допустим, свеклы растет не что иное, как виноград, как оливки. Тоже неплохо. Но, в общем-то, посмотрим. По всем признакам Родос напоминает мне Ялту. Но, может быть, конечно, Ялта более вытянута, но суть та же самая. Может быть, здания немного другие, но все равно на Ялту похоже. Это. Смотрите, какое дерево. Странное. Сколько лет они это с ним делали. Оно в итоге выходит и дает цветы. Вот и подходит к концу мое путешествие, так сказать, заключительный этап. Я совсем забыл рассказать о еде. О еде что могу рассказать? Есть такая штука, по сути, шаурма гирос. Гирос или пита, или в какой-то иной другой форме, может быть, просто на тарелке. Короче, дело с курицей, например, стоит здесь 2,5 евро. В Фаннесе, ну сейчас я в Родосе, в Фаннесе это дело стоит евро 20. Соответственно, со свининой подороже. Есть еще какая-то херня, но написано на греческом, я не знаю, может это священные бараны, блядь, потому что там стоит она 4-5 евро. Тоже в упаковке, то есть с собой, а не на тарелке. Да. Тарелку все равно дают, но не. Мне кажется, этот номер очень крутой, просто даже потому, что тут есть туалет. И я когда, ну, допустим, делаю, да, то, что я должен делать, как и все люди, мы делаем это естественно. Что, естественно, безобразно. В общем, короче, я могу смотреть на горы в этот момент. Вот таких вещей тут очень много, прикольно. Вообще очень радует все. Сом без трусов, я без трусов, сом без зубов. Это война двух разных миров. Сзади баба, которая, видимо, остановилась, чтобы завлечь меня в свое самое логово, и как бы включил даже пиздатую музыку, очень романтично, стрёмно это все. Может быть, сейчас поеду с ней, черт возьми.